Сегодня научу, как рассчитывать квадратный многоярусный торт. Сразу отмечу, что про расчеты тортов на канале есть очень много видео. Рекомендую вам их посмотреть. Часть вопросов я разбирал именно в них и сейчас повторяться не буду. Подписывайтесь и узнайте много полезного и интересного. А если хотите поддержать, сделайте это на нашем Патреоне. Расчет прямоугольного торта прост, а расчет квадратного еще проще. Естественно, квадрат — это частный случай прямоугольника. Как всегда, привет школьной геометрии. Форма торта – это прямоугольный параллелепипед. Чтобы найти его вес, нам нужно знать его объем и плотность. Начнем с первого. Объем считается умножением площади основания на высоту. Высота – это и есть высота нашего будущего торта, а площадь основания – это перемножение его сторон. Для квадрата это умножение стороны саму на себя, то есть сторона в квадрате. Для примера возьмем объем торта с размерами 30 на 30 на 10 сантиметров. Основание 30 на 30 или 30 в квадрате это 900, умножаем на высоту 10 и получаем 9000. Раз изначально размеры были в сантиметрах, то и результат будет в сантиметрах, только кубических. 9000 сантиметров кубических. Много это или мало? Неподготовленному человеку сказать сложно. Давайте сделаем вычисление в дециметрах. Дециметр — это 10 сантиметров. Размер выходит 3 на 3 на 1. Все перемножаем и получаем объем 9 дециметров кубических. Многие скажут, что понятнее не стало. А вот те, кто внимательно смотрел предыдущие видео, уже догадались, что кубический дециметр это 1 литр. То есть 9 кубических дециметров это 9 литров. С такими единицами измерения уже проще работать. Выходит, объем торта с размерами 30 на 30 на 10 сантиметров равен ведру. Интуитивно это понять сложно. Именно поэтому и нужен расчет. Сколько же будет весить такой торт? Объем мы уже знаем, осталось найти плотность. Искать мы ее будем из вашего готового торта. Плотность — это масса, деленная на объем. То есть, зная плотность, вы можете легко посчитать, сколько будет весить любой объем. Давайте на примере. Обычный цилиндрический торт, диаметр 18 сантиметров, высота 10, весит 2,2 килограмма. Считаем его объем. Примерно 2500 сантиметров кубических или 2,5 литра. Делим вес 2,2 килограмма на 2,5 литра и получаем плотность 0,88 килограмма на литр. Мы знаем, что наш квадратный торт имеет объем 9 литров. Значит, умножаем 9 на 0,88 и получаем около 8 килограмм. Если торт многоярусный, то считаем объем каждого яруса и умножаем на плотность. Пересчитывать ее уже не нужно. Этот процесс несложный с математической точки зрения. Скорее, он трудозатратный в процессе проработки и согласования торта с заказчиком. Ну и, конечно, у меня есть инструмент для ускорения процесса. Справа табличка с калибровочным тортом. Вписываем свои значения и сразу получаем плотность. В левой части пишем размеры и высоты ярусов. Автоматически считаются объемы в разных единицах измерения и вес каждого яруса. Внизу выводится информация о всем торте. Эта таблица, как и все другие, доступны в магазине shop2zayca.com. Ссылка будет в описании. Такие таблицы очень удобны, когда вы обсуждаете заказ на большой торт с заказчиком. Вы вместе с ним вводите данные и сразу получаете ответ, сколько будет весить торт. Помимо экономии времени, это делает вас более экспертным в глазах заказчика. И ошибки будут сведены к минимуму.